Добрый день, друзья! Сегодня готовим очень вкусную, в меру соленую селедку в домашних условиях. Для приготовления нам понадобится соль, сахар, лавровый лист, черный перец, кориандр, гвоздика, сельдь. Замороженную рыбу надо размораживать в холодильнике около суток. При таком медленном, щадящем способе разморозки сельдь сохранит максимум полезных веществ. После оттаивания промываем рыбу, удаляем жабры, тщательно ее осматриваем. Селедка должна быть целая, без повреждений. Приготовим пряный рассол. В кастрюлю добавляем необходимое количество воды. На каждый литр воды я добавляю 3 столовые ложки соли с горкой, 1 столовую ложку сахара, лавровый лист 2-3 штучки, черный перец 5-6 штук, кориандр 1 чайную ложку. При желании можно добавить 2-3 гвоздики. Ставим рассол на огонь. Доводим до кипения и кипятим 5 минут. Даем полностью остыть. Укладываем рыбу в подходящую емкость. Я буду ее солить в эмалированном контейнере. Можно использовать стеклянную тару, например, банку. Заливаем сельдь остывшим рассолом. Закрываем крышкой или пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 3-5 дней. Сроки созревания зависят от размера селедки. Подготовим рыбу к употреблению. Срезаем голову под плавником. Разрезаем брюшко. Удаляем внутренности. Икру кладем на отдельную тарелку. Убираем ножом темную пленку. Я еще прохожусь бумажным полотенцем или салфеткой. Делаем надрезы вдоль спинки и удаляем спинной плавник. Снимаем кожу. Затем аккуратно пальцем проходим вдоль хребта, отделяя филе от кости. Удаляем оставшиеся мелкие косточки. Филе готово. Теперь украсим его для подачи на стол. Сельдь я обычно подаю с маринованным луком. Лук нарезаем кольцами или полукольцами. В отдельной миске смешиваем 1 столовую ложку сахара, чайную ложку соли, 4 столовые ложки уксуса, 200 мл воды. Перемешиваем, чтобы сахар и соль растаяли. Добавляем лук. Маринуем 20 минут. Рыбу режем на небольшие порционные кусочки и украшаем маринованным луком и зеленью. Селедка под шубой во многих семьях является символом Нового года, и многие хозяйки готовят этот салат по-своему. Сегодня я хочу поделиться с вами своим методом приготовления этого салата. Для приготовления я беру 3 небольшие свеклы, картофель, морковь, яйца, селедку, лук, уксус, сахар, соль, перец. Начнем из приготовления овощей. Я всегда запекаю их в духовке. Для этого заворачиваем каждый овощ отдельно и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов. Картофель и морковь у меня выпекались 40 минут. Свекла примерно 1,5 часа. Готовые овощи мы остужаем при комнатной температуре и очищаем от кожуры. Я даю остыть прямо в фольге. Так овощи легче чистятся. Все овощи готовы. Одну небольшую луковицу чистим, моем. Если вы не любите лук, можете его не добавлять. Яйца отвариваем с момента закипания 8 минут. Затем остужаем и чистим.
У меня филе в масле, уже чищенное, осталось просто нарезать его на кубики. Лук нарезаем мелким кубиком. Отправляем в миску, солим, 1 чайная ложка сахара без горки, 50 грамм воды и 50 грамм 9% уксуса. Тщательно перемешиваем и пока отставляем в сторону. Займемся рыбой, нарезаем ее небольшим кубиком. Отправляем в миску, сюда же отправляем маринованный лук. Не забудьте предварительно слить маринад. Тщательно перемешиваем. Формировать салат я буду с помощью кондитерского кольца, диаметр 18 см. Первым слоем выкладываем картофель. Я ее измельчаю с помощью мелкой терки. И самое важное в этом салате — не трамбую. Так он получается намного воздушнее и нежнее. Сетка из майонеза. При необходимости посолите и поперчите каждый слой. Следующим слоем выкладываем рыбу с луком. Выкладываем аккуратно, уделяем внимание краям, не трамбуем. Сетка из майонеза. Яйцо измельчаем на мелкой терке, держа над салатом. Тоже аккуратно распределяем его по всей поверхности. Майонез, морковь, майонез и самый последний слой свекла. Также аккуратно распределяем, не трамбуем. Излишки вытираем сухой салфеткой. Накрываем салат пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Селедку под шубой можно приготовить за несколько часов до подачи на стол и обязательно хранить в холодильнике, а непосредственно перед подачей украсить и подавать на праздничный стол. Я делаю сетку из майонеза, один край притрушиваю измельченным желтком и зеленью укропа. Если у вас есть идеи, как можно украсить такой салат, пишите в комментариях. Салат получился очень вкусным, сытным, а еще воздушным и нежным за счет того, что мы не утрамбовывали слои между собой. Друзья, как вам такой салат? Пишите в комментариях. Наверняка у вас есть свои идеи или секретики приготовления селедки под шубой. Расскажите о них в комментариях под видео и не забудьте подписаться. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом винегрета с селедкой. Данный салат всем очень хорошо известен, но я решила немного разнообразить это блюдо, добавив в него новый ингредиент – селедку. Благодаря этому небольшому изменению винегрет приобретает совершенно новый вкус. Если вы любите овощи и рыбу, тогда очень рекомендую приготовить. Нам понадобится сельдь, маринованные огурцы, горох либо фасоль, картофель, морковь, лук, свекла, растительное масло. Первым делом я запекаю овощи. Так в них сохраняются все полезные вещества и не нужно потом мыть кастрюльку. Овощи хорошенько моем и заворачиваем каждый отдельно в фольгу, плотно, чтобы не было дырочек. Овощ должен запекаться в собственном соку, без доступа воздуха, иначе плохо пропечется или будет сухим. Свеклу я обязательно беру небольшого размера, так она быстрее готовится. Отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180-200 градусов. Картофель у меня готовится примерно 40 минут. Свекла и морковь чуть больше часа. Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Убираем фольгу и чистим. Нарезать я буду с помощью вот такой насадки. Чуть прижимаем, затем прокручиваем. Если такой насадки нету, просто нарежьте овощи небольшим кубиком.
Теперь переходим к гороху. Вскрываем консервную банку, сливаем из нее жидкость и пересыпаем содержимое в салат. Горох можно заменить на фасоль. Лук я использую зеленый, но его можно заменить на обычный репчатый. Нарезаем небольшим кубиком. Измельчаем маринованные огурцы и добавляем в миску. Сельдь чистим, убираем кожу, кости, нарезаем небольшим кубиком. Добавляем к остальным ингредиентам. Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Перекладываем винегрет в порционное блюдо и украшаем листьями петрушки. Подаем к столу. Для любителей селедки и овощей это прекрасная закуска. Название вроде как пугающее, но уверяю вас, на вкус это потрясающе, поскольку сочетание печеных овощей и селедки всегда очень выигрышное. Это блюдо еврейской кухни означает в переводе предвкушение. Существует множество вариантов приготовления этого блюда, я предлагаю вам свой. Для приготовления нам понадобится филе сельди, куриное яйцо, репчатый лук, кислое яблоко, сливочное масло и, по желанию, если хотите, можно добавить белый батон. Все ингредиенты можно измельчать с помощью мясорубки, блендера или терки. Я предпочитаю нарезать небольшими кусочками. Филе рыбы нарезаем мелким кубиком. Лук также нарезаем мелким кубиком и маринуем. Добавляем к нему соль, сахар, обычную воду и уксус в пропорциях 1 к 1. У меня по 50 грамм. Тщательно перемешиваем и пока отставляем в сторону. Куриные яйца также нарезаем мелким кубиком. Яблоко желательно брать кислое. Убираем кожуру и также мелко измельчаем. Готовим это блюдо быстро, чтобы яблоко не потемнело. Смешиваем все ингредиенты. К селедке добавляем лук без маринада. Измельченные яйца, яблоки. И 50 грамм мягкого сливочного масла. При желании поперчить по вкусу. Тщательно перемешиваем, пробуем на вкус. Если надо, добавляем соль, перец. Блюдо готово. Вот так легко и просто готовится. При желании можно форшмак слегка подкислить лимонным соком или уксусом, а также добавить растительное масло. Подаем к горячему картофелю, если хотим, едим просто с хлебом. Вкусно, просто и недорого. Закуска должна быть на каждом праздничном столе. Готовится она очень легко, просто и относительно быстро. Свеклу отвариваем или запекаем до готовности. В банку складываем дольки отварной свеклы. Поверх выкладываем отварные чищенные куриные яйца. Я добавлю еще пару ломтиков свеклы. Заливаем кипятком. Оставляем на 20-30 минут. Достаем из банки. Посмотрите, какого красивого цвета получились яйца. Единственное, в местах, где яйца прикасались к банке, либо свекле, остались не закрашенные, либо наоборот сильно закрашенные пятнышки. Вывод: нужно в следующий раз брать баночку побольше. Формируем закуску. Разрезаем яйцо пополам. На каждую половинку выкладываем 1/4 часть чайной ложки сливочного сыра, дольку ароматной селедки и украшаем листиком любой зеленушки. Закуска готова. Красиво, вкусно и очень оригинально. У меня на канале есть видео, где можно приготовить 5 разных начинок для яиц. Ссылочку на него оставила в описании под этим видео. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии в описании под видео и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Впереди еще много вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.